Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня я буду делать красивую пасхальную композицию из простых материалов. Для начала понадобится воздушный шарик. Надуваем его до нужных размеров. Шарик нужно подобрать яйцевидной формы. А теперь разводим клей ПВА с водой. Хорошенько все это размешиваем и покрываем этой смесью клея шарик. А теперь берем самые дешевые салфетки бумажные, разрываем их на достаточно крупные кусочки, у меня получились четвертинки, и с помощью кисточки приклеиваем их на шарик. Таких слоев нужно сделать побольше. Чем больше будет слоев, тем крепче будет ваш шарик, а точнее будущее яйцо. Я сделала примерно где-то 10 слоев. И после высыхания получилось яйцо достаточно прочным. Советую и вам сделать так же, тогда оно не будет гнуться и не будет слишком мягким. А это имеет значение для дальнейшей работы. Итак, наносим побольше слоев и оставляем для хорошей просушки. А после полного высыхания я покрыла еще 2 слоями акрилового лака. Это нужно сделать обязательно. Это защитит от размокания. После того, как все высохло, вот у меня уже все сухое, покрыто лаком, мы аккуратненько подрезаем шарик и вытаскиваем ее. И вот это отверстие от шарика вверху мы также закрываем несколькими слоями салфеток. Также побольше, чтобы ничего не просвечивалось и не было видно. А теперь я нарисовала овал нужной формы, который мне нужно вырезать. И аккуратно маленькими маникюрными ножничками я вырезаю. Получается такое полуяйцо, только оно более глубокое. Не совсем половинка, а чуть больше. И теперь я беру вот все, что у меня насобиралось. Обычно я такие вещи все собираю в отдельный контейнер. Это вот подставочка, донышко для плетения корзинок. Крышечки всякие разные, пластиковые, пенопластовая основа, на которую лента наматывалась. То есть все идет в дело. И теперь я строю такого рода пирамидку. Это будет у меня подставка под это яйцо. Просто собираю так, чтобы это красиво смотрелось, чтобы сужение было пропорционально, а в конце, наоборот, расширение было в виде рюмочки, куда уже и будет усаживаться мое яйцо. Склеиваю все термоклеем. Конструкция ножки готова, а теперь я нарываю салфетку на небольшие кусочки и обклеиваю ими всю ножку. В 2 слоя будет достаточно. Затем, как всегда, отправляем на просушку. А после полной просушки покрываю светлой бежевой акриловой краской и опять оставляю просушиваться. А далее подбираем нужную картинку, которую мы будем вклеивать вовнутрь яйца. Я хочу сделать декупаж. Я подобрала вот такую картинку с ангелочками. К сожалению, не записалось видео, фрагмент, как я это делала, но там все просто. Я сразу приклеила на акриловый лак, сделав несколько надрезов по кругу, чтобы она легко легла в это углубление. И вот ножка готова, декупаж готов. А теперь я беру немного лыка. Подойдет сено, которое у вас есть, может быть какая-то сухая трава. У меня просто есть в наличии лыка. И из него я сделала вот такое небольшое гнездышко, которое потом я буду вклеивать вовнутрь яйца. А сейчас нам понадобится любая масса для лепки, холодный фарфор. Я буду пользоваться холодным фарфором. Ссылочку я, как всегда, оставлю под видео. И, конечно же, мои любимые молды. Беру молды в виде ажурных дорожек, не широких. И по кругу, по всему периметру яйца, да, я наклеиваю вот эту дорожку ажурную. После высыхания она его хорошенько укрепит, будет хорошо держаться контур. Для начала я вам советую сделать вот этот контур лепной и оставить просушиться хорошо. И тогда будет удобно дальше работать. Я именно так и сделала. Перед работой не забудьте обязательно присыпать молды крахмалом или смазать их любым маслом.
Тогда будет удобно работать и все будет легко доставаться из молдов. Итак, контур у меня высох, яйцо стало хорошо держать форму. А теперь я хочу обрамить всю нижнюю часть и бока таким цветочным лепным декором. У меня есть молды роз. И вот я этими розочками, они достаточно крупные и красивые, буду обрамлять весь низ и боковые части яйца. Весь лепной декор я приклеиваю на клей ПВА. Обратите внимание, что я приклеиваю на самый край вот этого среза половинки яйца, поэтому приклеивать надо достаточно осторожно, и именно поэтому я сначала приклеила лепной декор в виде ажурной дорожки, дала хорошенько ему высохнуть, и у меня появилась дополнительная площадь, куда я могу приклеить вот эти розочки. А изначально ведь срез бумага был совершенно тоненький, и было бы гораздо сложнее, поэтому сначала приклеиваем ажурную дорожку, полосочку, а после высыхания на нее уже очень удобно клеить розы. По центру на серединочку я как раз кладу розу, вот на середину среза. А вверху над розами я сделаю по паре красивых листиков, ажурных, также с помощью молда. У меня есть вот такой молд в виде красивой ажурной короны. Я его еще раньше не использовала никогда, он у меня новый. Я делаю 2 таких короны и оставляю на просушку. Не до полного высыхания, но на просушку, чтобы можно было взять в руки и не гнулось ничего. И потом я эти 2 фрагмента между собой склею клеем ПВА, и эту корону я буду сажать как раз таки сверху яйца. Пока пусть сохнет, мне нужно сделать еще несколько птичек, также с помощью молда. Я его очень люблю, замечательный молд, птички как раз таки подходят по размеру для многих работ. И я сделаю 4 штучки разных птичек и оставляю их до полного высыхания, пока они мне не нужны. Пока все остальное сохнет, делаю еще несколько вот таких цветочков красивых, немножко другой модификации, и приклеиваю их во внутреннюю часть яйца по обеим сторонам от картинки с декупажем. И также добавлю туда несколько красивых листочков. И таким образом у меня будет картинка с ангелочками, а по обеим сторонам от нее будут цветочки с листиками. Такие веточки своеобразные, которые я потом тоже слегка подкрашу. Доделываем и оставляем лепной декор до полного высыхания. А после этого я развожу светло-серую акриловую краску и покрываю ей полностью весь лепной декор. Не забываю окрасить серой краской также птичек и корону. А затем, после полного высыхания краски, беру светло-розовую акриловую краску и тонирую ей сухой кисточкой все выпуклые детали на розах и лепном декоре остальном. Листочки внутри яйца я окрашиваю бледно-зеленым цветом, едва-едва заметным. Не надо делать ярких оттенков, на мой взгляд, здесь это абсолютно не нужно. У меня еще есть молд в виде вот такой ажурной тоненькой рамочки, и я буду использовать его для того, чтобы обрамить вот эту ножку для будущего яйца. Как раз по ширине этот молд мне идеально подходит. Я беру только боковые части этой рамочки, более удлиненные, и по кругу приклеиваю внизу ножки и также приклею вверху. А для того, чтобы было прочное соединение яйца и ножки, после того, как мы их склеим, я еще добавлю туда лепнину, более широкую ажурную дорожку, которая соединит как раз-таки ножку вместе с яйцом. И после высыхания эта конструкция будет достаточно прочной. Приклеиваю ножку к яйцу с помощью термоклея.
Ну вот, как я уже говорила, закрываю соединение лепным декором и оставляю до полной просушки. А затем также окрашу серым цветом и после высыхания протонирую слегка бледно-бледно-розовым. Я хочу затонировать работу коричневой краской. Для этого я развела достаточно светлую акриловую краску. Берем кисточку щетину и прохожу по всем выступам, по рельефу своего лепного декора. Это опять-таки выделит весь рельеф, станут более красивы все изгибы, более заметны и, конечно же, придаст состаренности этой работе. Цветочки и листики внутри яйца я также прохожу сухой кисточкой коричневой акриловой краской, но так, чтобы коричневыми стали только контуры листьев и цветочков. Больше закрашивать ничего не нужно, буквально сухой кисточкой. Тогда окрашиваются только контуры. И этого достаточно. А после того, как краска высохнет, вклеиваем гнездышко, которое я делала из лыка в самом начале с помощью термоклея вовнутрь яйца. Также я приклеила туда 3 вот таких пенопластовых яичка, которые я покупала, и несколько искусственных цветочков и пару зеленых веточек. Вот и все. Для того, чтобы эти искусственные 2 розочки сроднились с основной композицией, я просто пальцем вот этой серой краской протонировала все выступы этих розочек. Ну и теперь приклеиваем последние детали, это, скажем так, вишенка на торте, это птички, приклеиваем их там, где вам нравится, на мой взгляд, они придают работе воздушность, изящество, и смотрится эта работа с птичками совершенно иначе. И, конечно же, на термоклей сажаем вверху яйца корону. И на этом композиция готова. Остается все протонировать также коричневой краской, немного тонирую птичек и корону, чтобы выступающие детали стали более видны и более состаренно смотрелись. И, конечно же, в итоге не забудьте покрыть работу акриловым лаком. Вот такая композиция «Пасхальное яйцо» у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс, ведь Пасха уже очень скоро. А сейчас я с вами прощаюсь. Огромное спасибо всем за подписку, лайки и комментарии. Будьте здоровы, мирного неба, добра, счастья и благополучия. И, конечно же, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!